Душевный стресс, финансовый кризис. Зато я честный, тут ни капли спору. Голосовал за Путина, купил в кредит Приору. Чистый россиянин, жил и рос в России, как раз в то время, как ее в другие страны выносили. Всем привет! Очень давно у нас не было Приоры в обзорах. Последний раз Приора была не наша, а пацанов наших друзей хороших, Sound Garage 61 из Батайска на прайдах. Сегодня у нас Приора белая, новая, с внушительным бюджетом, громкая. Основной упор был сделан именно на громкость. И сделано все вот в нашем стиле, в стиле Loud Sound, все вот в самых добрых, хороших традициях. С проверенными железками, с проверенными типами подключения, типами установок. Уникальная особенность этого автомобиля, что каждый компонент у нас подключен поканально, у нас нет никаких мостов, никаких параллелей. И сабвуферное звено тоже вызывает уважение. Сейчас мы покажем вам эту Приору, она очень интересна, надеюсь, обзор вам понравится. А коты будут? Будут. 3. Маленькие? Ты вынесешь? 2 маленьких, 1 большой. В конце видео те, кто смотрит из-за котят, увидят котят. Слышь, может что-то с ними делать, там, дрессировать их как-то. Чего вот вы смотрите? Кота вот он показал, и ну, вот что у вас там, ми-ми-ми происходит, или жену зовете? Я вот не пойму до сих пор зачем, но вы просите, мы показываем, котов не можем не удовлетворить такой запрос. Вот, давайте, собственно, посмотрим на Приору, расскажем про аудиосистему и потом выйдем, включим ее. Наконец случилось страшное, то, чего все так давно ждали. А мы опасались, соседи Тиграна взбунтовались и начали культурно просить нас не включать так громко и так долго музыку. Поэтому сегодня, чтобы музыку послушать, отъедем куда-нибудь. Вначале я похаваю, давай порекламируем морковку. Молодой бизнес, очень успешный, уже очень хорошо развивается. А я вот эту фигню ем каждый... Короче, ешьте морковку, заказывайте. У них не только вот дневной рацион, а есть еще и обеды по 350 рублей. Нам их в магазин сейчас приносят. И Тёма наконец-таки перестал жрать Макдональдс. Я надеюсь, он будет худеть. Там очень вкусная еда и очень полезная. И покупайте, короче, морковку. А мы сейчас пойдем смотреть Приору. Чего они не идут, Тигран? Это не дело. Короче, ладно, давай снимать. Тут зоопарк. Там запись идет, Тигран. Итак, у нас обычная с виду Приора, ничего лишнего на торусах. Тонировка по ГОСТу. Отсвечивает просто, как будто бы темная, но у нас все ездят по ГОСТу в Ростове. Итак, про аудиосистему с дверей начнем или с капота? Давайте с под капота. У нас питание. Одна из самых важных вещей в аудиосистеме. На Приоре пока не придумали, не изобрели. Газлифты. Есть кастомские. Итак, у нас наши излюбленные Excite EM1000. Их стоит 2. Один под капотом, другой спрятан в багажнике. Прикрепим фотки. Здесь все аккуратненько. На саморезах SQ-шников это, наверное, обидит. Надо болты скажут. Но спасибо вам за мнение. Но у нас на саморезах. Там мы можем видеть, как провод проходит через кузов. Через втулки, водонепроницаемые, все сделано красиво, хорошо, вода в салон не попадет, как и музыка в подкапотное пространство. Генератор установлен LDX 135 это ампер же у нас, да, 135 ампер LDX и две протяжки. Это сколько у нас? 50 квадратов ПВ, да? Тигран очень любит этот провод. ПВ идут к аккумулятору. Ну и соответственно две же протяжки, по 2 у нас выходит на дополнительные аккумуляторы. Скорее покажи кота, а то лайк не поставят. Все. Он что-то жрет уже. Тигран, ты их кормишь? Да. Они, кстати, смотри, второй, смотри. Тоже что-то жрет. Голодные. Голодные. Сейчас он охренеет, слышь? А если он его съест, он же это? Собственно, по питанию все. Вот у нас генератор заменен. Стоит 2 аккумулятора. Оба АГМ. С очень хорошим пусковым током, очень компактные и в принципе по цене до сих пор они конкурентоспособны. Вот Excite'ами мы давно пользуемся и по возвратам у нас не было ни одного случая. Один был там какой-то, но там видно было КЗ, ребята даже его не привезли. Вот отличные батарейки. И давайте посмотрим на
на музыку. В дверях установлены два DevBonds AM80 и два среднечастотника F13. DevBonds тоже можно сказать, что среднечастотник, это такая низкоиграющая середина. Сделан упор на громкость абсолютную, сверху они не порезаны. Играют примерно до 10 кГц распущены, как они, так и серединки. Серединки снизу подрезаны чуть круче, чем DevBonds. DevBonds, грубо говоря, играют со 125 Гц, серединки где-то с 300-350. Все у нас на спарке, как и пищалки, спаренные 407N P-Audio, тоже проверенные временем, одни из самых лучших по звучанию, не самые прочные, поэтому мы не грубили с ними. Громкость выставили чуть выше средней. В принципе, они догоняют фронт. Они ремонтопригодные, чинить очень легко. Достается сердцевина из них, которая называется ремнабором, но сама по себе является самостоятельной пищалкой. Мы их устанавливаем в штатные места без вот этих рупоров. В данном случае они установлены с рупорами. Ну, по ремонту тоже это не очень просто, но не так уж и дешево. Ну и не сильно дорого. В принципе, эти сердцевины стоят. Головное устройство. 80-й Пионер, процессорная башка, тоже проверенная уже сотнями инсталляций. Установлен вольтметр. И здесь же регулятор басов. Если мы заведем, посмотрим, какой у нас вольтаж. Вот на холостом ходу генератор нам сходу дает 14,2 вольта и поднимается. Хороший вольтаж. По настройкам сразу я покажу. Очень часто спрашивают. Сабвуфер у нас подрезан на 50 Гц. В принципе, выше не надо. Почти ничего он дальше не играет. Настройка короба порядка 38 Гц. Чисто на слух мы прогнали по частотам. Мидбасы, как и канал мидбасов и среднечастотников порезан снизу на 125. И серединка дальше режется на усилителе на примерно 300, ну на слух, не знаю какая цифра, примерно 300. Сверху этот канал подрезан на 8 кГц. И пищалки у нас порезаны нашим любимым порядком на 8 кГц снизу. Уровень выставлен таким образом, чтобы можно было добавить, то есть настроено все на -7, если будет много, есть куда убрать, если будет слишком мало, есть куда их добавить. Сабвуферное звено DevBonds 315, хоть это и седан, но у нас все откидывается, и в принципе вывод в салон отличный. Сабвуфер пока подключен в 2 Ома, чуть позже будет переподключен в 0,5, пока слушаем так. И в багажнике у нас все очень красиво, без излишеств. То есть вот когда вот эта заглушка установлена, мы здесь видим только заднюю стенку сабвуферного ящика и охлаждение. Если мы заглянем туда, мы получаем доступ ко всем настройкам. Это временно мы кидали. Да, это сейчас боролись с наводками. Установлен КАП 49 поканально на мидбасы, на DevBonds. Каждый канал свой динамик. 2 мачете М134. Один из них на пищалке, все пищалки поканально, и один из них на среднечастотнике F13, все тоже поканально. Каждый канал отвечает за свой динамик. Вот в этой нише у нас спрятан аккумулятор. Саморезы закрыты вот такими вот заглушками. Аккуратно и красиво. Можно их выкрутить, поднять, и будет видно аккумулятор. Мы не будем сейчас это выкручивать, я приложу фотографии. И вы увидите, как в этой нише спрятан аккумулятор. Закатана машина полностью. И потолок, и пол, и двери, и крышка багажника, и сам багажный отсек. Машина у нас теперь едет почти как иномарка. Да? Тигран, ты свою клеил? Нет. Тигран свою не клеил, ездит до сих пор в русской машине. Но это нормально. По эксплуатации автомобиля у нас ничего не нарушено. Обшивка не мешает совершенно ногам. Подиумы полностью делал Тигран самостоятельно, перетягивал Дима. Справился неплохо, у нас ровненькая строчка. Здесь все красиво, аккуратно. Стоит обратить внимание на то, что подиум не выпирает дальше, чем была заводская. Обшивка, здесь у нас место есть до динамики. Ну, в принципе, вот как обшивка шла, так она и идет после изменений. Не мешает здесь ни коленям, не упирается в сиденье. Место есть.
Ну, соответственно, на звук это должно сказаться лучшим образом, чем когда мидбасы долбят прям в сидушку. Так у нас остается место, им есть куда играть. Дверь потяжелела заметно, но в принципе разумно. Нету такого ощущения, что она провисает или сейчас упадет. Однако, конечно, тяжелее, чем заводская. Обшивка не шатается, не болтается, все так монолитно, хорошо сбито получилось. Когда закрываешь, нет вот этого дребезжания, она закрывается очень плотно и с приятным звуком. Так, про Приору мы не будем делать обзор, я думаю, их есть несколько сотен тысяч уже. Руль шикарный, мне очень нравится, он лучше, чем на BMW копейки, кстати. Бардачок у нас немножко пострадал, но однако доступ в него есть. Он не открывается из-за того, что все-таки здесь передние динамики выпирают, и глубже их нельзя было спрятать. Ну, если нужно что-то достать, у нас в принципе расстояние достаточное для этого. Ну, если надо его открыть полностью, можно приоткрыть обшивку, дверь в смысле, и открыть бардачок. Хотят стресс, Тигран запустил их обратно домой. Что, Тигран, нам остается поехать послушать эту машину. Опять сразу скажу, если треки YouTube забанит за авторские права, они будут на втором канале, отдельно прослушка, второй канал, вот она ссылка. Заходите, подписывайтесь, мы туда выкладываем все, что не попало на первый канал. Также есть вещи, там, не имеющие отношения к автозвуку. Так, ну и отъедем, послушаем, потому что соседи нас теперь увольняют. Во дворе что-то у нас не получается слушать, приходят, жалуются. Раньше было нормально, видно, Приора очень громкая. Вот у нас первый раз так пришли, но мы настраивали ее долго, правда. Минут 20 тут играла музыка на всю, и люди не выдержали. Зашли и, как они сказали, не могли бы вы, пожалуйста, сделать потише? Так и сказали. Я, короче, сегодня на заднем сидении, как босс. Только не по-армянски, просто как босс, да? Знаете, что по-армянски босс означает? Я вам не буду. Тигран знает. Надо будет вырезать это, да, Тигран? Да. А то армяне посмотрят, скажут: а, он босс. Да мы ебнемся, мальчик. Never stop you winning, murder in the money, you should count me a sinner. Dip in the gold, stay frozen like winning. Little niggas here, nigga, they're like Как будто у нас, да, играет? Murder in the money, you should count me a sinner. Dip in the gold, stay frozen like winning. Little niggas here, nigga, they're like Нормально. Слышишь? Люди смотрят, смотри. Где? Murder in the money, you should count me a sinner.
Dipped in the ghost, keep frosting like winning. Little niggas here thinking they're like. Я ж не могу потом. Ездить, слушать музыку, да? Короче, вот такой обзор у нас приоры получился. Надеюсь, понравится вам. Сейчас ребята еще издалека нам продемонстрируют, как она играет. Поехали разворачиваться. Мы находимся возле Стеллы на Театральной площади. Это театр имени Максима Горького, который, говорят, похож на трактор, но, по-моему, ни хера он не похож на трактор. Реально как на концерте прокачивают. Вот здесь можно уже танцевать. Плохо играет.
сделана полная шумовиброизоляция авто. Блядь. Скорее покажи опять кота. Все.